В данном тестовом приложении используется сеть типа Pinet. Все вычисления внутри сети выполняются с помощью матричной алгебры. Каким образом обучается и работает данная сеть Pinet, мы посмотрим на примере распознавания картинок. Для обучения мы можем загружать картинки произвольно с любой директории компьютера. У меня подобраны картинки случайным образом из интернета. И для обучения я буду брать какую-либо последовательность картинок и распознавать необученные и обученные картинки. В данной ситуации я беру первый ряд, содержащий вот эту пиццу, и ряд других картинок. Выбираю их и обучаю нейросеть. После обучения нейросеть выдает мне таблицу о том, что на всех выходах ошибка составляет меньше 1%. Общее время обучения составляет 0,067 секунды, количество выходов 10. Обучение проведено за 2 эпохи. Теперь начнем распознавать. Для начала попробуем распознать картинку, которая участвовала в обучении. Ну, допустим, ту же пиццу. Понятно, что она выбрала из всех образов сама себя и распознала сама себя с вероятностью в единице. Вероятность распознавания мы видим в списке справа внизу. При этом в этот список отсортирован таким образом, что тот образ, который распознан с наибольшей вероятностью, располагается вверху. То есть вероятность сверху вниз убывает. В левой таблице расположены данные о том, сколько итераций при распознавании было сделано и полученная нейросумма. Берем другую картинку из числа обученных, распознаем. Она тоже безошибочно определила себя. Теперь возьмем картинку, которая не была в обучении, допустим, этого медведя. Понятно, он не нашел сам себя, потому что его не было, но наиболее похожей на него оказалась вот эта картинка с вероятностью 0,16, как мы видим в верхней строке. Но теперь более интересный эксперимент. Давайте распознаем картинки, которые не были в обучении, но похожи на некоторые из картинок, которые обучались. Возьмем для примера вот эту пиццу. Я из интернета вытащил еще несколько таких же пицц, но это не эта картина, совершенно другие картинки, но похожие на нее. Для этого сменим директорию. Вот они пиццы. Они все другие, не подобные той, не равные той, которую мы используем для обучения, но очень похожие на нее. И начнем их распознавать. Возьмем какую-либо, ну, допустим, вот эту последнюю. Вот, эта пицца была распознана как пицца, которая у нас располагается самой первой вероятности распознавания. То есть она нашла пиццу. Возьмем любую другую, ну, допустим, эту. Она также безошибочно, эта пицца была опознана как пицца из всех образов. И третья пицца, допустим, вот эта, тоже распознана как пицца. То есть, таким образом, мы видим, что обученная нами нейросеть определяет образы, находит из обученных, подобные тем, которые распознаются. Собственно говоря, само обучение происходит очень быстро, как мы видели, в течение 2 эпох. Ну, выводы какие можно сделать, что матричная нейросеть матричного типа, в которой все вычисления производятся с помощью матричной алгебры, работает достаточно быстро.